И вот такая вот у нас красота, ароматная корочка получается. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим сочные ароматные котлеты. И также я хочу обратить внимание на некоторые ошибки, которые часто допускают в приготовлении котлет. Если убрать эти ошибки, то котлеты получатся просто идеальные. Так, для начала замочим хлеб. У меня вчерашние булочки. Отлично, можно взять батон какой-нибудь. И хлеб нам нужно, естественно, замочить. Замачивать можно в молоке. Я буду замачивать в воде. В принципе, разницы никакой нету в этом. Так, и ошибка номер один — это выбор фарша. Часто берут постный фарш без жира, не хотят, чтобы был жирный. Котлеты без жира не получаются. Я беру у мясника, которому я доверяю, там уже все как надо. Должно быть хотя бы 30% жира. Вот смотрите, вот так вот выглядит мой фарш. Свинина и говядина. Идеальное сочетание. Нежная свинина дополняет такую крепкую ароматную говядину. Только говядина, она немножко суховата. Если кто не ест свинину, добавьте курицу. Но курицу, опять же, не берите грудки, возьмите бедрышки. Если вы сами фарш делаете, возьмите какое-нибудь мясо тоже пожирнее. Свинину, шею возьмите, ребрышки, пузанина. Часто берут заднюю часть и добавляют просто сало. Это уже не то. Нужно, чтобы соединительная ткань тоже была. Не только жир, но и жилки, прожилки все вот эти. Если с говядиной, также ребра, голяшки, шея. Вот такой вот, ну понятно. Пожирней соединительную тканью. Тогда будет фарш идеальный. Лук я нарезаю мелким-мелким кубиком. Вот так вот. И лук, друзья, я слегка обжариваю. Многие добавляют сырой лук. Это, в принципе, без разницы. Кому как нравится, так и делайте. Но мне не нравится с сырым луком, потому что такой сильный запах у котлет. И особенно, когда они остынут уже, такой резкий луковый запах мне не нравится. А если лук слегка припустить, получается такой ароматный жареный лучок. И котлеты получаются очень ароматные и вкусные. На сковороду добавляем немножко сливочного масла. И пошел лучок. И сразу следом отправляем мелко рубленый чеснок. Тоже вместе обжарим слегка. Вот так вот, буквально 2-3 минутки, друзья, зарумянился лучок. Но сильно его не надо зажаривать, чтобы он оставался сочным. Сейчас я добавляю сюда еще мелко рубленой петрушки. Она здесь с горячим луком отлично раскроется. Сковороду я уже выключил. Просто, чтобы ароматы петрушки разошлись. И убираем пока его в сторонку, пусть остывает. Отправляем, значит, фарш в миску. И наш хлеб уже классно замочился. Лишнюю воду надо убрать с него. Так, чтобы не было слишком жидко. Вторая ошибка, друзья. Многие не добавляют хлеб, считают, что он там не нужен. Но хлеб там обязательно, потому что он делает фарш более эластичный. Делает котлеты более пышными и воздушными. Поэтому хлеб там обязательно нужен. Ошибка, друзья, номер 4. Добавляют яйца. Да, яйца, они, конечно, скрепляют фарш, не дают ему лопаться. Но они также и сушат и делают котлеты более плотными и сухими. Поэтому я отказался от яиц. Хорошо вымешать, и все будет классно без яиц. Добавляем наш лучок. Солим по вкусу. Обязательно свежемолотый черный перец. И я еще люблю добавить немножко горчички. Классный пикантный вкус придает. Средней остроты, не сильно острая. Так вот, пару ложечек, очень вкусно будет. И теперь, друзья, хорошенько все это вымешиваем. И мы подошли к пятой ошибке. Это недостаточно вымешивают фарш. Просто перемешали и начинают жарить. Потом все лопается. Фарш нужно отлично вымешать. Минут 10 вот так над ним поработать. И хорошенько вот так вот его выбить. Вот так вот прям. Это разобьет белок. Он станет, белковые нити растянутся. И он у вас не будет котлеты лопаться. Будут пышные и сочные. Уделите обязательно этому времени.
Вот такой вот, друзья, должен быть фарш. Вот смотрите, как он клеится. Теперь накрываем фарш пищевой пленкой и убираем, друзья, его в холодильник хотя бы на полчаса, чтобы он охладился и заодно промариновался. Так, друзья, фарш наш охладился, теперь осталось только налепить котлеты. Руки слегка смочили водой. И вот так вот слегка их еще выбиваем в ладошках, чтобы все трещинки выбить, чтобы они были ровные, и формируем котлетку. Такие вот красавчики получаются. Опс. Панировку, друзья, никакую котлетам не делаю. Мне просто так больше нравится. Они такие какие-то более симпатичные получаются. А так, конечно, можете, если хотите, запанировать мукой или сухарями там на ваш вкус. Но я не панирую котлеты. Так, котлет я налепил. Получилось 14 штук вот таких вот красавчиков. Смотрите. Отлично. Теперь осталось нам их правильно пожарить. Вот здесь вот, друзья, в процессе жарки чаще всего и убиваются котлеты. Нужно правильно их пожарить. Значит, хорошенько для начала прогреваем сковороду, наливаем масло. Масло тоже хорошо прогреваем. Вот так вот. Так, масло нагрелось. Убираем температуру чуть ниже средней. И начинаем загружать котлеты. Вот так вот от себя. Котлет не загружаем слишком много, иначе они могут пустить сок и начнут вариться. Нам этого не нужно. Вот так вот. И еще одна, друзья, самая частая, наверное, ошибка: котлеты пережаривают. Начинают их долго жарить. Им достаточно по пару минуток для корочки с каждой стороны, и потом доводим их до готовности 10 минут, либо пропаривая, либо в духовке. Я предпочитаю духовку, мне так больше нравится. Прошло 2 минутки и переворачиваем. И вот такая вот у нас красота, ароматная корочка получается. И ничего не разваливается, ничего не лопается. И со второй стороны, друзья, котлетки подпеклись. Убираем их в форму для духовки. Вот такая вот красота. Друзья, котлеты мы все пережарили. Смотрите, какие они уже симпатичные красотульки. И теперь отправляем их в духовку. Духовка 160 градусов вверх-вниз. От 10 до 15 минут, не больше. Друзья, котлетки наши готовы. Смотрите, какие пухляши получились. Друзья, ну осталось только отведать этой красоты. Нежнейшие, ребята, котлетки. Делайте все вот так, с горчичкой. С огурчиком маринованным. Как у мамы в гостях. Друзья, соблюдайте эти простые правила, и вы получите ваши идеальные котлеты. Всегда будут получаться вкусно и здорово. Смотрите наши другие видео, кстати, делитесь вашими секретами приготовления котлет или новыми лайфхаками, рецептами. С удовольствием почитаю, что-нибудь, может быть, приготовлю. До новых встреч, пока-пока.